你的商业头脑这么快就帮唐门取得了开门红？他们好像跟以前不太一样了。无所谓，反正我们都会有。派一个残疾人出场，看你怎么接！这不是火焰，难道简直是天生？ Грандиозный турнир континента начался. Столько команд и интересных участников, а также каждую серию зрелищной битвы. Время турнира – это одно из моих самых любимых событий в аниме. Кроме того, этот второй турнир будет куда более эпичный, чем предыдущий. Команда монстров Шрека готова показать свою мощь. Было забавно увидеть принца на крутой тачке, а также огромные экраны для трансляции и телевидения. Империя Солнца и Луны куда более продвинутая в плане технического прогресса. Согласитесь, довольно необычно увидеть автомобиль в мире духовных мастеров. Что ж, турнир в самом разгаре, но мы, конечно же, очень ждем выступления команды монстров Шрека. Как поведет себя Хуихао, который пока что не может двигаться. Чем удивит команда Академии Шрека во главе с капитаном Ван Сюэ. Мы увидим дебют Хуихао, который прямо в первом же матче выступил от имени команды. Он выехал прямо на инвалидном кресле, чем немало удивил противников. Они даже воскликнули: «Нам придется сражаться с инвалидом?» Да, грядет очень интересная битва. И не только монстров Шрека, но и команды Академии. А еще немало удивила сила имперской команды Солнца и Луны. Мэн Хунчень и Сяо Хунчень стали намного сильнее. С началом турнира команда клана Тан выходит на свою первую игру, где они сразятся с кланом земляных драконов из Империи Боевых Душ. Как и в предыдущем турнире, соревнования на выбывание начинаются с личных боев, а затем следует командный матч. И только победив в обоих, команда может выйти в следующий этап. Чтобы не раскрыть свою истинную силу, команда монстров Шрека послала только одного человека, и это был Хуихао. Ван Дунер вывезла Хуихао на арену, и он мгновенно привлек внимание публики. Принц Сю Тяньрань находился в инвалидной коляске, и когда он заметил, что кто-то другой тоже собирается участвовать в состязании в таком положении, это привлекло его внимание, а некоторые стали насмехаться, ведь Хуихао, калека, вышел на бой. Однако Хуихао намеренно показал слабость, чтобы обмануть соперника, и быстро выбил нескольких членов клана земляных драконов, пока не встретился с их капитаном Нань Цю-Цю. Судя по трейлеру, внешний вид Нань Цю-Цю был немного пугающим, а ее дух невероятно сильным. Однако Хуихао прибегнул к шутке, заключил с ней пари, и, используя способности своей духовной души, Снежной Девы, и умения духовной кости, легко одолел противника. Снежная Дева мило вытянула палец. В следующую секунду все вокруг окуталось ледяной синевой, а противник мгновенно превратился в ледяную статую и рухнул на арену. Снежная Дева вернулась к Хуихао и радостно позвала его папочкой, что вызвало бурю эмоций среди зрителей и рефери. Вот такой хороший помощник у Хуихао. Ему не пришлось ничего делать. Малышка Снежная Дева все сделала за него. После победы над противниками все поняли, что Хуихао не просто калека в коляске, как они могли подумать вначале. Хуихао, обладая предельным льдом, позволял Снежной Деве использовать свою мощь, оставаясь загадкой для соперников. В то же время команда Академии Шрека также вышла на свой первый бой на выбывание. Ван Сюэр и ее команда предстали в новых моделях персонажей, одетых в темно-зеленую форму, характерную для Академии. У Ван Сюэр сохранился прежний стиль платья, только цвет стал темно-зеленым. Их противниками была команда клана Небесного Доспеха. Так как это был первый турнир для Ван Сюэр, Дайхуабиня и остальных, она решила, что каждый из них должен получить опыт и поучаствовать, и легко победили в личных поединках. Затем состоялся командный бой. Хотя у клана Небесного Доспеха была техника 7 в 1, Ван Сюэр, Дайхуабинь и Уфэн, а также другие под ее руководством, всего за один раунд решительно разрушили оборону, получив место в следующем этапе. От команды Академии Шрека меньшего ожидать и не стоит. Особенно сильны это Ван Сюэр с духом Золотого Дракона и Копьем Дракона, а также Дайхуабинь с духом Белого Тигра, как у Даймубая. Вдвоем они мощная угроза для любой команды. Что касается секты злых мастеров, то на этом турнире они также принимают участие. Мы уже видели Темную Танья, что является капитаном секты Святого Духа. В своем первом сражении они были чрезмерно жестоки. Согласно оригиналу, уже в первом личном поединке они убили одного из соперников и поглотили его душу. Это так испугало противников, что те отказались продолжать и выбрали немедленный выход из боя.
Примечательно, что когда другие команды осудили их поведение, старейшина секты Святого Духа решительно выступила с ответом, что ошеломило всех присутствующих. Эта личность оказалась никем иным, как сестрой Хуэйхао, Ма Сяотао. Теперь Ма Сяотао обладает силой на уровне 80+, хотя она не может участвовать в турнире из-за своего возраста, она присутствовала как зритель. Ее образ Святой Девы культа Святого Духа был весьма эффектным. Ярко-красное платье, плащ и красная вуаль. От нее исходит огромная аура опасности и угрозы. Неважно, будь то команда клана Тан или команда Академии Шрека, хотя они и обладают достаточной силой, чтобы победить соперников, они лишь одерживают победу, не причиняя тяжелых травм противникам. Но с командой Святого Духа ситуация иная. Они действуют не только жестоко, но и беспощадно, прямо убивая соперников. Они жестоко расправились над бойцом Академии Тяньду на глазах у всех. Это было крайне дерзко, но команда Святого Духа заявила, что если кто-то сможет их убить, они не будут возражать. Это хотя и заставило замолчать недовольных, но привело к тому, что Академия Тяньду отказалась от дальнейших поединков и объявила о выходе из турнира. Хуэйхао не мог полностью задействовать свою огромную ментальную силу, но его способности контроля заметно усилились. Он прекрасно видел, как участник команды секты Святого Духа поступил с противником. Судья подтвердил гибель участника Академии Небесной Столицы. Хуэйхао также попытался вступить в контакт с Ма Сяотао. Как и у Танья, ее лицо было скрыто вуалью. Хуэйхао ненадолго закрыл глаза, и когда его ментальная сила завибрировала, он смог отправить свой голос в ее голову. «Сестра!» Ма Сяотао на мгновение остановилась, однако она, казалось, не услышала голос Хуэйхао, продолжая идти вперед со своими товарищами по команде. Но в этот раз ничего не удалось сделать. Лишь позже, когда он возглавил миссию по спасению заложников из Империи Солнца и Луны, то столкнулся со Святой Девой культа Злых Мастеров. Наконец, Ма Сяотао вспомнила некоторые своих поступков. Ее сердце переполнялось противоречивыми эмоциями. Благодаря кольцу некроманта, Хуэйхао удалось поглотить часть темной энергии, циркулирующей в ее теле, и позволить Ма Сяотао временно взять свои эмоции под контроль. Хуэйхао практически удалось вернуть Ма Сяотао. Он смог временно пробудить ее от контроля над разумом, но из-за вмешательства титулованного культа Святого Духа, Хуэйхао был вынужден бежать и не смог взять Ма Сяотао с собой. И в конечном итоге она снова попала под контроль разума. Что ж, нас ожидают интересные битвы, а самое главное, мы увидим, как Хуэйхао в инвалидном кресле будет побеждать всех. Вот это зрелище! А также от меня благодарность за поддержку Валерия Баскалова. Это очень ценно для меня. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какое сражение команд вы ждете больше всего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.